Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о лабрадорах. Что мы знаем о них? Кто-то скажет, лабрадор-ретривер – одна из самых популярных в мире пород. Про лабрадоров снимают фильмы, их фотографиями пестрят социальные сети. Говорят, что это одна из лучших собак-компаньонов среди всего многообразия пород. Интересно узнать, так ли это и почему. Да и почему лабрадор, и почему ретривер, и откуда появились такие красивые собаки. Давайте же погрузимся в увлекательный мир этих замечательных животных, исследуя их историю, характеристики и необычные способности. Здесь и сейчас. Поехали! История лабрадора очень интересная. Многие думают, что название этой породы связано с географическим местом ее происхождения. Как, например, йоркширские терьеры были выведены в 19 веке для борьбы с крысами на текстильных фабриках графства Йоркшир в Северной Англии. А бордер-колли – это рабочая собака, выведенная для охраны скота в пограничной зоне между Англией и Шотландией. Слово «бордер» означает «граница». Но с лабрадорами сложнее. Полуостров, от которого они получили свое официальное название, на самом деле не является их родиной. Лабрадоры появились, скорее всего, на острове Ньюфаундленд, открытом в 1494 году англо-итальянским мореплавателем Джоном Каботом. Название Ньюфаундленд и Лабрадор охватывает огромную восточную провинцию Канады. Две территории, составляющие провинцию, разделены глубоким проливом Бель-Айл. Но это две совершенно разные территории. С этой провинцией связано две породы собак, каждая из которых получила название, не соответствующее своей территории. Многие слышали о породе Ньюфаундленд, которую у нас еще называют водолазом. Так вот, короткошерстный лабрадор в действительности происходит из Ньюфаундленда, а длинношерстный Ньюфаундленд примерно в то же время появился в лабрадоре. Как же получилось, что популярнейшая семейная собака появилась в столь неблагоприятных условиях и суровом климате? Об этом стоит поговорить. Собаки всегда были полезны человеку. Они охраняли лагеря и охотились на дичь, когда люди выходили на берег. С начала 16 века моряки традиционно брали с собой собак. В то время рыбаки вели промысел трески у берегов Ньюфаундленда, а у рыбаков свои задачи. Когда вытягивали сети, много ценной рыбы выскальзывало за борт через шпигаты. Это такие отверстия в палубе судна для удаления за борт воды. И тут появляются наши герои. Главная задача корабельных собак заключалась в том, чтобы доставать эту рыбу из воды. Но не только рыбу. На парусном корабле всегда было много мелких предметов, которые тоже рисковали попасть за борт. Блоки, бочонки и другие вещи. И пес, который мог вернуть все это на корабль, стоил того, чтобы его кормили. А какая собака чувствует себя в воде более уверенно, чем энергичный лабрадор? Он в течение 300 лет выводился для этих целей. И неудивительно, что многие хорошие плавающие собаки происходят из регионов с очень холодной водой. Ведь люди стремились избавиться от необходимости самим лезть в воду. И в то далекое время он еще не был лабрадором. Суровый, скалистый, отрезанный от всего мира Ньюфаундленд и особые требования, предъявляемые здесь собакам, позволили предкам лабрадора стать сильными и энергичными. Особенности местности и климата требовали от собак уверенности как на земле, так и в мощных высоких волнах Атлантики. Собаки должны были быть достаточно сильными, чтобы вытаскивать из воды на берег рыбацкие сети, но в то же время небольшими, чтобы выходить в море с рыбаком на маленькой двухместной лодке. Рыбаки разводили этих собак, отбирая кобелей, обладающих исключительными рабочими качествами. В то время ориентировались именно на мужских особей. В 1814 году известный охотник-полковник Питер наблюдал лабрадоров за работой на рыболовецких судах в Ньюфаундленде. Он назвал этих собак собаками Сент-Джонса с Ньюфаундленда. Свидетельство того, что их колыбелью был остров Ньюфаундленд, столицей которого является этот город. Его дневник стал первой публикацией, посвященной этой породе. Через 8 лет, в 1822 году, путешественник Уильям Эпс Кормак, имевший шотландско-канадские корни и родившийся в Сент-Джонсе, пешком пересек Ньюфаундленд. Он был первым европейцем, исследовавшим внутренние районы острова. Во время этой экспедиции он заметил небольших водяных собак и в своем дневнике написал: «Они великолепно натренированы приносить водоплавающую дичь и полезны во многих других областях. Предпочтение отдается гладкошерстным и короткошерстным собакам, потому что в морозы длинная шерсть собаки, вылезшей из воды, сразу же покрывается льдом.
Вот что пишет Джозеф Джукс, знаменитый геолог, в книге «Путешествие по Ньюфаундленду» 1842 года. Сегодня нас сопровождала стройная короткошерстная черная собака. Она принадлежит к породе, которая совершенно не похожа на собак, называемых в Англии Ньюфаундлендами. У нее удлиненная заостренная морда, длинный тонкий хвост и довольно стройные, хотя и мощные лапы, плотное сложение и короткая гладкая шерсть. Таких собак в этой местности очень много. Они вполне симпатичные, но главное сообразительнее и полезнее, чем другие породы. Эта собака сама поймала себе рыбу и уселась на высоком камне, наблюдая за морем. Кстати, название Лабрадор имеет двойную связь с Португалией. Во-первых, канадский полуостров Лабрадор получил название в честь португальского путешественника Жуана Фернандеша Лаврадора, который в 1499 году составил карту побережья. В португальском и староиспанском языках слово «лаврадор» означает также «пахарь» или проще «трудяга». В начале 16 века среди рыбаков Лабрадора преобладали португальцы. У людей, которые постоянно совершали опасные путешествия в этих негостеприимных водах, были загрубевшие от морской воды руки, привычные к работе с парусами в экстремальных условиях. Поэтому слово явно было на слуху. В суровых краях жили моряки и рыбаки, которые во многом полагались на своих водяных собак, которых вполне можно было назвать работягами, то есть лабрадорами. Рабочих собак высоко ценили разные поколения рыбаков, промышлявших треску в холодных водах Лабрадора и Ньюфаундленда. А в Англии собака Сент-Джонса или малый Ньюфаундлер впервые появилась в конце 18 века. Британские моряки и предприниматели были в таком восторге от этих собак, что начали вывозить их себе на родину. Собак привозили с другого берега Атлантики на кораблях, доставлявших драгоценный груз сушеной и соленой трески. Главным пунктом доставки в Англию будущих лабрадоров стал портовый город Пул. И со временем собаки привлекли внимание местных аристократов. Одним из таких аристократов был второй граф Малмсбери, член парламента и большой любитель охоты. Начало 19 века был золотым веком охоты на дичь. Гордостью и славой поместья Малмсбери были утки. На огромных болотах и заливных лугах их всегда водилось очень много. Но подстреленные утки обычно падали в воду, и принести их могла только собака, умеющая плавать. Он наблюдал, как эти собаки играют в море и приносят рыбу, которую не удержали рыбаки. Он подумал, что эти водяные собаки, которые так прекрасно чувствуют себя в воде, могли бы очень пригодиться ему во время охоты на водоплавающую дичь. В 1823 году он приобрел 2 пары и стал разводить этих собак. Далее развитие породы продолжилось как прихоть аристократа. Способности и ум собак произвели на графа столь глубокое впечатление, что он целиком сосредоточился на развитии, стабилизации и распространении этой породы в Великобритании. Он внес большой вклад в сохранение и разведение лабрадоров. Примерно в то же время 5-й герцог Баклю и его брат лорд Джон Скотт стали завозить этих собак в свои поместья Квинсбери на границе с Шотландией. Судя по документам, в 1871 году сосед графа Малмсбери, майор Рэдклифф, который вместе с графом восхищался рыбацкими водяными собаками в Пул-Харборе, тоже привез себе собаку непосредственно с Ньюфаундленда и назвал ее Турком. И именно турок стал прародителем линии, в которой появился Бен из Хайда, первый официально зарегистрированный палевый лабрадор. Так графы Малмсбери и герцоги Баклю создали и стабилизировали современную породу лабрадоров. В 1887 году граф Малмсбери написал письмо герцогу. В нем он впервые использовал название лабрадор. Мы всегда называем наших собак лабрадорами, и я постарался сохранить породу максимально чистой, такой же, как получил ее. Самая характерная особенность породы – плотная шерсть, которая отталкивает воду, словно масло, и хвост, похожий на хвост выдры. Во второй половине 19 века лабрадоров стали разводить, но они по-прежнему оставались редкостью, а то и эксцентричной причудой. Разведением этой породы занималось исключительно поместное дворянство. В конце 19 века популярность лабрадоров в Британии достигла пика, и вскоре в игру вступила королевская семья.
Благодаря этому порода сохранилась и существует и по сей день. Первые питомники лабрадоров были созданы в Сандрингеме королем Эдуардом VII в 1879 году. Здесь содержали 100 собак. Сандрингемский питомник и его лабрадоры стали любимцами всей королевской семьи. Со временем из-за строгих налогов на собак, введенных в Ньюфаундленде, и британского карантинного закона 1885 года, судьба лабрадора-ретривера могла принять весьма трагический оборот. Этот закон запретил импорт породы, и английские заводчики вынуждены были работать с существующими в Англии собаками. В результате многие лабрадоры-ретриверы были скрещены с другими различными собаками типа ретривер. Кстати, ретриверы – это один из типов охотничьих собак. Основная задача собак такого типа – найти и принести. Так называемое аппортирование охотнику, подстреленную добычу неповрежденной, от английского слова retrieve – возвратить обратно. В Англии ретриверы использовались в совместной охоте с легавой собакой. После того, как легавая обнаружит и поднимет под ружье дичь, ретривер должен отыскать подстреленную птицу в воде или высокой траве и подать ее егерю. Необходимость в появлении охотничьих собак-ретриверов, которые способны были находить и приносить владельцу дичь, была вызвана совершенствованием ружейного огнестрельного оружия. И в 1903 году Kennel Club, английский клуб собаководства, крупнейшая в Великобритании организация, признала породу лабрадор-ретривер. В 1904 году порода получила официальный статус и вошла в категорию подружейных собак. Был составлен стандарт породы, который практически идентичен существующему сегодня. Так, в первом десятилетии 20 века лабрадоры-ретриверы стали все чаще появляться на выставках и полевых испытаниях. На другом берегу Атлантики достоинства лабрадоров тоже нашли своих почитателей, но американский кинологический клуб признал лабрадоров-ретриверов отдельной породой лишь в конце 20-х годов 20 века. Впервые лабрадоры были зарегистрированы американским клубом собаководства в 1917 году, а в начале 20-х годов американская ветвь лабрадоров начала формироваться под влиянием притока британских собак. В этот период, который многие специалисты называют «золотым веком лабрадора», в Соединенном Королевстве происходит широкое распространение породы. Лабрадоры не только успешно соревнуются на полевых испытаниях с прямошерстными ретриверами, пользовавшимися в то время большой популярностью среди охотников и спортсменов, но и высоко котируются как выставочные собаки или собаки-компаньоны. По мнению некоторых экспертов, благодаря селекционной работе заводчиков лабрадор выходит на очень высокий уровень качества и соответствия стандарту. Рост числа питомников и, следовательно, участников выставок привел в частности к тому, что если в начале в количественном отношении преобладали черные лабрадоры, то в этот период возникает мода на желтых. Появляются также особи коричневого окраса, но им так никогда и не удалось сравниться по популярности с желтыми или черными. Самым печальным образом сказалась на собаководстве Вторая мировая война. Вскоре после войны разразилась эпидемия чумки, от которой погибло много собак. Большинство из выживших страдали хореей. Это тяжелое заболевание нервной системы, называют еще пляской святого Вита. И все же заводчикам удалось сохранить определенное количество первоклассных лабрадоров. За последующие 40 лет их количество увеличилось. И после войны особую популярность приобрели палевые лабрадоры. А в 1960 году впервые чемпионский титул получил шоколадный лабрадор. И если в начале ретривер был преимущественно рабочей собакой, то в 1970-х годах, когда спрос на лабрадоров резко возрос, наиболее популярными становятся собаки-компаньоны и выставочные собаки. Причем в некоторых классах выставки собирали до нескольких сотен участников. Что касается заводчиков, специализировавшихся на полевых собаках, то, невзирая на эти модные течения, они продолжали разведение собственных линий с упором на рабочие качества. На многих выставках самыми представительными по числу участников регулярно оказывались те или иные классы лабрадоров. В мировом поголовье лабрадоров сейчас существует несколько типов: полевые, выставочные, компаньоны, а также собаки двойного назначения, выступающие как на рингах выставок, так и на полевых испытаниях.
В настоящее время эти изумительные собаки используются не только в качестве охотничьих собак и великолепных компаньонов для семьи, но также они очень полезны в полицейской работе, как превосходные обнаружители наркотиков и различных взрывчатых веществ, как поисковые собаки. Кроме того, лабрадор-ретривер используется в собакотерапии, а также в качестве помощника для людей с ограниченными возможностями. В такой стране, как Дания, например, почти треть лабрадоров – это собаки практического использования, собаки сопровождения и поводыри. Хотя лабрадор получил свое место на подиуме самых распространенных в мире собак в одном ряду с немецкой овчаркой и своим кузеном золотистым ретривером и пуделем не по своим изначальным рабочим качествам, а как домашняя собака, хорошо приспособленная к жизни с человеком и легко обучаемая. 100 лет назад пионеры английского собаководства даже представить себе не могли вероятность возникновения подобной ситуации. Дело в том, что в тех странах, где появлялись лабрадоры, сначала они всегда принадлежали некой элитной группе владельцев, отнюдь не желавших отдавать своих собак в услужение любому и каждому. Однако в процессе эволюции эта тенденция к исключительности себя изжила. И с 1991 года на протяжении 30 лет вплоть до 2022 года лабрадор-ретривер считался самой популярной собакой в мире по количеству зарегистрированных в клубах собак. Что мы все об истории? Давайте же немного поближе познакомимся с этой прекрасной собакой, веселым и неутомимым тружеником моря. Согласно породному стандарту, лабрадор – плотно сбитая, крепкая собака с гармоничным телосложением. Грудь, шея и круп широкие, мощные, поясница плотная и короткая. Чтобы определить гармоничность строения туловища, удобно поставить щенка в стойку. Все части тела лабрадора с качественным экстерьером пропорциональны. Спина прямая. Не должно быть впечатления, что лапы или голова существуют сами по себе или представлены от другой собаки. Череп, морда, мочка носа у лабрадора тоже широкие. Переход от лба к морде четко выражен. Голова не должна быть маленькая, а морда узкой. Уши небольшие, прилегающие к голове, расположенные немного сзади. Челюсть мощная, но не слишком тяжелая, мягкая, с правильным полностью ножницеобразным прикусом. Верхние зубы покрывают нижние вплотную. Что по шерсти? Шерсть у ретриверов двухслойная. Жесткий остевой волос и плотный густой короткий подшерсток, устойчивый к воздействию влаги. Он спасает собаку от плохой погоды и простуд. И основных окрасов 3: черный, палевый бежевый и шоколадный, или как его еще называют, печеночный, он же коричневый. На груди у темных собак может быть белое пятно, но не крупное. Хвост лабрадора, даже щенка, не должен завиваться, он средней длины, прямой, без длинного волоса подвеса, покрытый равномерно плотной короткой шерстью. Лапы прямые, стройные, мускулистые, с выраженными сочленениями на задних. Подушечки хорошо развиты. Между пальцами имеются перепонки, помогающие лабрадору плавать. Кстати, эти перепонки есть не у всех пород. Глаза черные, коричневые или желтые у палевых животных. Им нужно уделить особое внимание. Глаза – это отражение нашей личности, души, поэтому выбирайте питомца, который смотрит на вас внимательно, по-доброму и любопытно. Взгляд лабрадора – символ собачьей преданности и любви. Так что доверяйте себе. В конце концов, именно этот взгляд вам предстоит ощущать на себе ближайшие 12-15 лет. Именно столько в среднем живут лабрадоры. Да что тут говорить, да и почти все породы собак. Только маленькие породы немного дольше. Жаль, но собачий век недолог. Да, и со здоровьем у лабрадоров не всегда все хорошо. Собаки каждой породы имеют генетическую предрасположенность к тем или иным заболеваниям. И лабрадоры не стали исключением из этого правила. Дисплазия суставов, генетические заболевания глаз и ихтиоз – это группа наследственных заболеваний кожи. Снизить риск развития врожденных патологий у лабрадора помогает метод генного картрирования, но он не всегда дает стопроцентный результат. Собаки также подвержены раку. Рак никого не щадит. Конечно, вышеперечисленные болезни далеко не все, которые могут возникнуть у лабрадора на том или ином этапе роста и развития. Необходимо следить и вовремя обращаться к специалистам. Ведь болеть не нравится никому и никогда. Давайте думать о хорошем, например, о характере и никого угодно, а лабрадора-ретривера.
Характер лабрадора-ретривера отличается дружелюбием ко всему вокруг. К людям, к детям, к другим собакам, да и ко всем животным. Его длинный толстый выдровый хвост в постоянном движении. Агрессивность в любом проявлении чужда этой породе. Лабрадор в первую очередь компаньон, готовый сопровождать вас куда угодно и когда угодно. Многие говорят, что это энергичная собака, хотя так сразу и не скажешь, что комплекция лабрадоров, даже самых стройных, связана с энергичностью. Представляя себе энергичную породу на ум, приходят бордер-колли или грейхаунды, стройные, грациозные, стремительные собаки. У лабрадора потрясающее чутье. Они способны учуять пищу с огромного расстояния. Конечно, такую черту нельзя считать характерной исключительно для лабрадоров, но любовь к еде дает им существенное преимущество. Другие собаки, например, бладхаунды, тоже обладают прекрасным нюхом, но лабрадор способен использовать умение идти по следу ради собственного блага. Лабрадору надо сунуть свой нос везде. Лабрадор – существо любопытное, а когда ему что-то интересно, кроме вас он с удовольствием оглохнет и ослепнет. Пробегающая собака или выброшенная кем-то на землю банановая шкурка его занимает значительно сильнее, чем ваша ко мне. Поэтому необходимо заниматься с собакой. Ваша задача добиться того, чтобы вы, а также члены вашей семьи были для него номером один. Всегда, везде, в любой ситуации. Как? Это уже вопрос дрессировки, а не общих сведений о породе. Самые частые заблуждения, касающиеся собак вообще, но почти всегда применимые к лабрадорам, что собаки умны с рождения и являются прекрасными няньками. Абсолютно любая собака, абсолютно любой породы требует правильного воспитания и желательно под контролем опытного инструктора, который в первую очередь научит вас правильно обращаться с собакой. Хотя практика показывает, что дрессировка полностью не снимает проблемы подбора лабрадором всякой дряни с земли. В лучшем случае при вашем неусыпном внимании собака все-таки хоть немного постесняется откровенно столоваться. Но решение и этой проблемы возможно. Надо уметь правильно использовать природную способность представителей этой породы к аппортировке. И пусть все, что приносит вам ваш лабрадор, чаще вызывает чувство отвращения, чем радость. Этот вариант гораздо лучше часового бегания кругами за собакой. Проклинаю все на свете. Дома лабрадор вполне себе портативная собака. Если он хорошо выгулен, накормлен, заласкан, он будет спокойно спать под диваном. Или на нем, если вы не против. Однако, уходя из дома и оставляя это гиперактивное создание одного, помните, ум и изобретательность лабрадора не знают границ. Придя домой, вы можете обнаружить съеденные тапки, оторванные обои, плинтуса, погрызенные ножки и еще массу интересных дизайнерских изысков, на которые вы совершенно не рассчитывали. Так что, приобретая щенка лабрадора, либо готовьтесь к ремонту в недалеком будущем, либо обеспечьте вашего активного и хитрого ребенка изобилием игрушек. Хорошо щенку, если в доме есть кошка. Творческий союз этих двух животных ни на минуту не даст вам забыть о своем существовании. Уживаясь с любым живым существом, лабрадор находит общий язык и способы развлечения, независимо от возраста, характера и наличия предыдущего воспитания своего напарника. В меру энергичный и подвижный, зоркий охотник по своей сути, лабрадор не даст безнаказанно пролететь мимо вас птички, поднятой ветром бумажки или листочку. Неизменный участник ваших прогулок и проделок ваших детей. Он будет валяться в том, о чем вам даже подумать тошно, при этом искренне улыбаясь вам самой ясной и неподкупной белозубой улыбкой ангела. И после прогулки в лучшем случае моем лапы и тщательно сушим, чтобы не появились разные кожные болячки. Кстати, насчет ухода. В плане ухода, говорят, лабрадор неприхотлив. Но это как посмотреть. Качественное содержание дорогое. Хороший сбалансированный корм, игрушки, амуниция, витамины, консультации специалиста по поведению для правильного выращивания в будущем послушной собаки, ветпроцедуры, средства по уходу за шерстью. Да, у этой собаки есть шерсть, и она линяет. Лабрадоры линяют дважды в год.
В 2 других времени года они просто теряют шерсть. Надо быть готовым, что за шерстью нужен регулярный уход. А еще бывают аллергии. Причем не на собаку, это редкость для лабрадоров, а у собаки в основном на еду, и необходимо следить за питанием. И это вполне справедливо. Лабрадоры больше всего любят на свете подкрепиться и никогда не умеют вовремя остановиться. У нее просто нет датчика, который подсказывал бы, что уже достаточно. Лабрадоры готовы есть всегда. В ряду вещей, стоявших для лабрадора на первом месте, самое главное – это еда. Собственно говоря, кроме еды на первом месте ничего другого и нет. Основная неизлечимая болезнь любого лабрадора – яма желудка. И хуже не бывает, если она отягощена полной потерей памяти. Отходя от только что до зеркального блеска отполированной миски, ваша собака при первой же вашей оплошности, случайно задели его миску или что-то тихо упало рядом, тут же обязательно вернется проверить, а не кормить ли его сейчас будут, ведь так давно я не ел. Это надо уметь выдержать стойко. Лабрадоры склонны к полноте, и если в течение 15 минут вы не смогли отыскать ребра у своего пёселя, значит пора подумать о диете. Конечно, было бы несправедливо утверждать, что все лабрадоры одинаковы. Существуют и вполне спортивные представители породы. Рабочие, полевые собаки выглядят вполне атлетично. И все же, сколько бы раздражающей ни была бы привычка к обжорству, неутолимый аппетит делает лабрадоров очень хорошо дрессируемыми собаками. Это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Предложите лабрадору кусочек чего-то вкусного, и он сделает для вас все, что угодно. Интересен процесс обучения собаки. Лабрадор все понимает быстро, но требует, чтобы ему объясняли долго. Если, дай бог, вы решили ходить на занятия по послушанию с вашим лабрадором, то с удивлением обнаружите при малейшем повышении голоса рядом с собой печальное создание с невыплаканными глазами ребенка. Величайшей ошибкой владельца будет первая же попытка купиться на этот скорбный взгляд, обвиняя себя в непомерной жестокости и несправедливых требованиях к этой безгрешной собаке. Лабрадор умен и прекрасно использует любую возможность вызвать у вас приступы угрызения совести и мучительные переживания от совершенной несправедливости. Правда горя растворяется мгновенно при виде печенюшки из вашего кармана и слабого подобия улыбки на вашем лице. И вот с вами уже другая собачка, готовая на все испытания в своей жизни. Истинный вилящий хвостом, он не даст вам времени на осознание стремительно произошедшей перемены, вовлекая всех и вся в круговерть своих способностей и возможностей. Лабрадор проявляет чудеса интеллекта и изобретательности, схватывая на лету знания и отвечая самым высоким требованиям дрессировки. Еда и игра – 2 основных способа воздействия на лабрадора. Лабрадор, благодаря своему исключительному уму и желанию угодить хозяину, поддается обучению легко, занимается с удовольствием. Поэтому с ним можно делать все, что угодно. Танцевать, заниматься апортировкой, послушанием, охотой, взятием барьеров, поисково-спасательной службой. Единственное, чему нельзя учить лабрадора, это защитно-караульной службе. Эта собака не создана вас защищать и охранять ваше имущество. Скорее вам придется защищать вашего любимца от многочисленных желающих его погладить. А уж он-то с удовольствием принимает любовь и ласку от любого. И самое страшное, что он может сделать, это залезать до смерти. Лабрадор – интеллигентная порода. Это послушные, работоспособные собаки, отличающиеся спокойным, ровным характером. Добрые, любознательные, общительные. Лабрадоры любят общество и любят изучать все вокруг. Верные, любящие, счастливые. Да, лабрадор обладает поразительным качеством. Это абсолютно счастливые собаки, которые всегда улыбаются. Они буквально излучают счастье, и хвост постоянно виляет. Создается впечатление, что собака находится в состоянии эйфории. А состояние это чрезвычайно заразительно. Именно добродушие, желание угодить и постоянно виляющий хвост так привлекают в лабрадорах. Во многих отношениях эта собака является противоположностью
реальностью современному миру, в котором мы редко разговариваем с посторонними и не знаем даже собственных соседей. Конечно, это обобщение, но в целом наше общество стало циничнее и подозрительнее. Когда вы в последний раз здоровались с незнакомым человеком, например, в метро? Лабрадор же никогда не упустит возможность поздороваться. Он лишен всяких сомнений и изначально полагает, что человек добр и хорош. Ему и в голову не приходит, что кто-то может оказаться плохим. И это очень привлекательная черта. Они общительны от природы и всегда готовы вручить совершенно незнакомому человеку пару носков и усесться рядом с ними. У них просто инстинктивная любовь к переноске предметов в зубах. Лабрадору не важно, что нести, главное принести. Лабрадоры редко повреждают переносимые предметы, разве что обслюнявливают их. Они держат предметы очень осторожно, у них от природы мягкий прикус. Лабрадор спокойно может нести в пасти яйцо, не раздавив его. Отдельного разговора стоит трепетное отношение лабрадора к воде. Наступило лето, и вы собрались искупаться в озере? Эта утка уже рядом с вами, плюхается в воду с разбегу и пытается вас спасти. Вдруг вы не умеете плавать так же замечательно, как он? Порода, вышедшая из моря, живет неизбывным чувством ожидания воды. Причем ее собаки чуют на большом расстоянии. Если во время романтической прогулки на природе вы не обнаруживаете своего лабрадора около вас продолжительное время, можете спокойно идти к ближайшему водоему. Здесь на берегу вам представляется потрясающая возможность потренироваться в решении вопросов доставания вашего лабрадора из воды. Можно покидать ему тонущие предметы. Даже не обученная этому приему собака добудет вам любые топляки. Это умение в лабрадорах заложено с давних времен. И не стоит бросаться всей семьей за нырнувшим с обрыва псом. Он более адаптирован к подводному плаванию, нежели вы. Садитесь на берегу и наслаждайтесь водным пейзажем, пока ваша собака не закончит свой 2-3-часовой заплыв. Однако одна из причин столь огромной популярности лабрадоров заключается в том, что они равно хороши и в работе, и дома. Мягкий, спокойный характер позволяет им отлично ладить с детьми и животными. Можно полагать, что такая надежность и сделала лабрадоров самой популярной породой домашних собак в мире. Мы привыкли никому не доверять. Лабрадору же можно доверять безгранично. И такое абсолютное доверие притягивает к этим собакам людей. Лабрадор – собака для души. Тонкой и чувственной, способной понимать и прощать, любить и сопереживать. Превосходно обученная, воспитанная собака располагает к себе, вызывает чувство законной гордости владельца и белой зависти у окружающих. Взгляд лабрадора, проникающий вам в самое сердце, заставляет задуматься о том, что вы кому-то нужны на этом свете, что без вашего участия угаснет искра счастья, станет меньше тепла и улыбок, и о том, что пора. Да, пора покормить собаку. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.